Всех приветствую на канале Алекс Моторный. Продолжаем прогулки с новостями и знакомство с последними событиями, происходящими в городе Харькове. После некоторого затишья по Харькову снова нанесен ракетный удар. Российская Федерация ударила по центру города, где плотная жилая застройка. Также вокруг объекты гражданской инфраструктуры, поликлиники. 6 августа около 10 утра войска Российской Федерации нанесли удар. Повреждены гражданские помещения, поликлиника, жилая инфраструктура, выбиты окна, повреждены также автомобили. Разрушения, как вы видите, очень серьезны, но коммунальщики быстро ликвидировали последствия удара. Также ежедневно от ударов ракетами, авиабомбами, РСЗО, артиллерии страдает Харьковская область и пригород. Вся оперативная информация, обстановка и самые свежие новости смотрите и читайте в моем телеграм-канале Алекс Моторный, так как на ютубе не все можно показать. Ссылка на мой телеграм-канал в описании к видео, которое сейчас смотрите. Харьковская область попала в тройку регионов с самым высоким уровнем смертности. По данным Министерства юстиции, в Украине в 2024 году смертность втрое превышает рождаемость. 250 972 человека умерли за первые полгода. Зато родилось 87 655 детей. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это соотношение является одним из ключевых показателей демографического кризиса. Для сравнения, в доковидных 2018-2020 годах на одного ребенка приходилось двое умерших. 250 972 человека умерли в Украине за первые полгода 2024 года. Это в почти 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Однако стоит отметить, что 2021 год был пиковым на смерти из-за пандемии COVID-19, рассказали на сервисе Open Data Bot. Одно из худших соотношений рождаемости и смертности в Харьковской области. С января по июль 2024 года в регионе появились на свет 3789 детей. Это средний по стране показатель. А вот количество умерших на Харьковщине рекордное – почти 18 тысяч человек, то есть смертность почти в 5 раз больше рождаемости. Больше людей умерло в этом году в Днепропетровской области, но и уровень рождаемости там один из самых высоких в стране. Поэтому соотношение умерших к родившимся в соседнем регионе ниже, чем на Харьковщине. Больше всего новорожденных зарегистрировано в Киеве – 9695 детей, на Львовщине – 7923. Мало детей рождается в прифронтовых регионах в Херсонской области – 221 ребенок и Донецкой – 702. Харьковская область также стала лидером в Украине по количеству закрытых ФОПов. За первое полугодие этого года прекратили деятельность 7753 предпринимателя.
Лидером по количеству закрытых ФЛП традиционно стал Киев – более 12 тысяч предпринимателей. По данным Харьковского городского совета, на 1 июля в Харькове зарегистрированы более 119 тысяч физических лиц-предпринимателей. За первые 6 месяцев года бизнес закрыли 5136 физических лиц-предпринимателей, 450 перенесли бизнес в другой регион или громаду. В Харькове по состоянию на 1 августа 2024 года зарегистрировано 199 200 переселенцев. С июля их стало на 100 человек больше. Число людей со статусом ВПЛ увеличивается ежемесячно. Почти 175 тысяч человек этот статус получили после 24 февраля 2022 года. Значительная часть новых переселенцев добавилась после 10 мая 2024 года, когда россияне начали новое наступление на север области. Большинство переселенцев в регионе переехали из Донецкой области или прифронтовых районов Харьковской области. 52 тысячи ВПЛ – пенсионеры, 27 тысяч – дети и 11 тысяч – лица с инвалидностью. Только четверть из общего количества официальных зарегистрированных в Харькове переселенцев получают помощь от государства. Это 50 тысяч человек. Ко всем сегодняшним новостям, плюс еще в Харьковской области может произойти землетрясение. Полтавский геофизик Владимир Шляховый считает, что вскоре на востоке Украины произойдет землетрясение. Владимир много лет исследует сейсмическую активность в Полтавской области. Землетрясения в регионе, как правило, происходят на линии разлома Карловка-Зачепиловка-Перещепино. Зачепиловка – поселок на западе Харьковской области в Красноградском районе. По мнению ученого, на сейсмическую активность в этом районе могут повлиять газодобыча и военные действия. По мнению ученого, Украине следует готовиться к землетрясению в 7-7,5 баллов, которое должно произойти в зоне Вранча в ближайшие годы. Зона Вранча – это сейсмоактивная зона в Карпатах на границе Украины и Румынии. Землетрясения в этом регионе наиболее ощутимы для юго-западных областей Украины, восточная часть, в частности Харьков, находится в зоне, куда может докатить 4-бальное землетрясение. Последний раз подземные толчки небольшой магнитуды в Харькове зафиксировали в 2016 году. Тем временем в Харьковской областной военной администрации и муниципалитете не придут к согласию по вопросу, какой должна быть тревога в Харькове. В мэрии готовится к декабрю ввести дифференцированную систему воздушных тревог. Ведь в течение июля тревога в Харькове длилась 637 часов и 25 минут, что составляет 26,5 суток. При этом реальная угроза города была лишь в 70 случаях. Часто тревога продолжалась непрерывно сутки или даже двое. Поэтому вопрос разграничения тревог крайне актуален. До декабря 2024 года в Харькове необходимо ввести местную автоматизированную систему централизованного оповещения населения.
Она предусматривает, в частности, дифференциацию сообщений об угрозах со стороны Российской Федерации. Когда, например, в небе находится МиГ-31 с потенциальным носителем ракеты «Кинжал», тревога раздается по всей Украине. Но в случае с кабами количество тревог может быть значительно меньше, рассказали в Департаменте чрезвычайных ситуаций. Однако Олег Синегубов считает, что пока не существует технической возможности сделать тревоги для Харькова отдельно от общих. Ведь когда взлетает самолет с управляемой авиабомбой, невозможно установить, выпустит ли он ее на Харьков или на пригород. Через некоторое время в телеграм-канале начальника Харьковской областной военной администрации появился пост о том, что техническая возможность дифференцировать тревоги все-таки есть. Это могло бы облегчить жизни харьковчанам и бизнесу. Ну а в одном из предыдущих выпусков на канале я сообщал, что скоро 23-й трамвай вернется на маршрут. Жители Салтовки заметили, что по проспекту Тракторостроителей над рельсами появилась контактная сеть. Кроме того, на остановке «Региональный центр» снова начало работать электронное табло. Восстановленный маршрут будет короче, чем до войны, от 602-го микрорайона до разворотного круга Салтовская. Именно такие указатели уже стоят на остановках. Предположительно, на этом маршруте будут ходить чешские трамваи, которые город недавно получил.